Итак, я собрал вас здесь для того, чтобы обсудить в последний раз наш план, чтобы каждый знал, где он должен находиться и что он должен делать. Кстати, а где Андрей? Кто-нибудь его видел? Не знаю. Без понятия. Сраный порог. Я сильно опоздал? Да не, мы только начали. Хорошо. Что это за маскарад? Я точно туда пришел? Богдан, а ты ничего получше надеть не мог? Выглядишь так, как будто собрался на похороны. Причем свои же. А ты чего шапку-то нацепил? Что-то я на улице снега не замечаю. Небось, еще и калаш с бутылкой водки в кармане. Не, там кое-что покрепче водки будет. Только скажи что-нибудь про меня, и я вышибу тебе мозги. Я смотрю, вы немного заблудились. Пристань находится в 10 километрах к западу отсюда. Вас проводить на нее? Можно я его пристрелю? Нет, он нам еще нужен. Андрюх, почему у тебя вся рожа забинтована? Метрокопы сильно избили. Ни за что. Чтобы они сдохли, собаки. Знаешь, не все метрокопы это такие твари. Есть и нормальные люди. Да ну, если это шутка, то она не смешная. Я кроме вас двоих нормально больше не видел. А я много таких знаю. К примеру, у меня есть трое знакомых метрокопов, которые живут в деревне. Они даже маски не носят. Вот в настолько нехороших отношениях с местными жителями. О, это те ребята, что ведут передачу ГО ТВ? Что уж что, передача у них хорошая. По крайней мере, это намного лучше, чем слушать Бритни Брина. А если они еще и такие, как ты рассказываешь, то что ж, респектом. Итак, продолжим. Наша операция начинается ровно в 10, поэтому в 9:40 всем быть уже на позициях. Почему мы не проводим нашу операцию ночью? Разве так не будет лучше? Это здание не просто склад Альянса. Тут проживает много офицеров гражданской обороны. Утром почти все они находятся на дежурстве, а в здании в это время только несколько охранников и те, кто занимается ночным патрулированием, потому что они спят днем. Чем меньше людей, тем легче будет с ними разобраться, не поднимая шум. Итак, завтра в 10 часов мы с Костей идем ко входу в склад. Там обычно стоят два охранника, поэтому мы их вырубаем снотворным. Вы принесли снотворное? Да. А напомните, пожалуйста, почему вы их просто не можете убить? Во-первых, там очень много наших друзей. А во-вторых, в костюме каждого ГОшника есть система жизнепоказания. Если ГОшник умирает, то координаты его смерти будут переданы в систему. На смерть ГОшника Альянсу плевать. Но если эта смерть произошла возле какого-то важного объекта, и причем не в однократном количестве, то знаешь, Альянс заподозрит неладное и пошлет туда отряд сдерживания. И тогда нам точно хана. Пройдя внутрь, мы усыпляем всех остальных и открываем дверь в склад. И тогда в дело вступаете вы. Вы заходите внутрь и начинаете выносить оружие, припасы и так далее. И несете их в заранее уже обговоренные точки. А уже из этих точек другие сопротивленцы унесут эти припасы как можно дальше. В то же самое время внутри склада на случай провала миссии мы устанавливаем бомбу. Бомба готова? Да. Хорошо. Пока вы будете таскать припасы, на крыше будет сидеть снайпер и контролировать всю ситуацию. Если он заметит противника, он сообщит нам об этом. И подаст сигнал из сигнальной ракетницы. Как только кто-то из ваших людей увидит в небе красную ракету, то это означает досрочное завершение миссии. И все ее участники должны срочно скрыться. Мы все уходим, все заканчивается хорошо. Это план А. Он с хорошей концовкой. Второй случай. Противник нас застигает врасплох, и мы не успеваем покинуть здание склада. В этом случае мы превращаем наше здание в неприступную крепость и обороняемся до последней капли крови. А когда мы начнем сдавать позиции, и они зайдут внутрь, мы взорвем бомбу. А теперь небольшие уточнения. Если появится БТР, страйдер, штурмовик или вертолет, то все берут гранатометы и идут к окнам. И по моей команде сразу стреляют все. Если только это начало второй фазы, то сперва по моей команде одна часть людей выбивает окна, а вторая тут же стреляет из гранатометов. Также вы должны выделить людей, чтобы они из склада таскали боеприпасы на верхние этажи. И лечебную жидкость в том числе. Если, конечно же, все это останется. И последнее, на первом этаже надо будет заварить все двери, а также расставить мины и пулеметы, которые мы перепрограммируем. Что ж, вроде как мы все обговорили, можете быть свободны. Не забудьте донести всю эту информацию до ваших людей. А да сколько уже можно? Кто этот кривой порог ставил? Он точно нам нужен? Да, хоть у него и скверный характер, иногда он бывает очень неуклюжим, но когда дело начинает пахнуть жареным, он отличный боец. Мы с ним еще вместе до войны служили, поэтому я как никто знаю его. Ясно. Ну, тогда до завтра. Да, до завтра. Знаешь,
Если бы мне лет 5 назад сказали, что в городах будет так тихо, я бы, наверное, не поверила. А кто бы поверил? Наверное, лишь только приверженцы конца света. И в принципе, они оказались правы. Ты, наверное, сильно волнуешься из-за завтрашней операции. Да нет. Год я прожила в страхе, но потом я уже устала бояться. Смирилась и стала хладнокровна. Теперь меня больше ничего не волнует. Даже собственная смерть. Ты все в точности помнишь, что нужно делать? Да, мы с тобой уже много раз это обсуждали. Постарались продумать каждую мелочь. Но ты сам прекрасно знаешь, как бы ни был продуман план, в нем все равно найдутся изъяны. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Что ж, будем надеяться, что на этот раз удача будет и на нашей стороне. Хорошенько выспись. Завтра важный день. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Граждане, бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Володя, Костян! Как же я рад вас видеть! Неужели все-таки решили навестить старых друзей? Ну да, а почему бы и нет? Вы по делу или так? Так, по делу. Как у вас тут дела? Да, все хорошо вроде, но скучно. Вот, целые дни напролет обрабатываю информацию, выдаю распоряжения. Но ты и прежде занимал эту должность, и тебе не было скучно. Да, но раньше мы были вместе. Но потом, когда вы переехали, многие тоже последовали вашему примеру. Кто переехал, кто прошел аугментацию. Ясно. А кто остался из старой гвардии? Из старой гвардии? Да почти никого. Только я да Ярик, он, кстати, сейчас сидит за компом возле входа в склад. Еще дядя Вася, он сейчас в своей комнате. Ну и Артем с Жорой, но они сейчас на дежурстве. Больше никого. Дядя Вася до сих пор здесь? Он же все время грозился уехать в деревню. Что-то держит его здесь. Мы спрашивали его, но он не хочет об этом говорить. Понятно. Ну ладно, мы только пошли. До скорого. Да, давай, до скорого. Иди, Ярик за тобой. Извини, друг. Я сам не в восторге от того, что мне приходится делать. Ярослав, здорово. Костя? Ох-ох-ох, как же давно мы с тобой не виделись. Дай-ка я тебя обниму. Извини, но так надо. Володя, здорово. Давно тебя здесь не было. Ты один? Нет, с Костей. А он сейчас где? Скоро подойдет. Понятно. Ну что мы болтаем на пороге? Заходи. Эх, Вася, Вася. И почему же ты не уехал в деревню? Все, дверь открыта, поле отключено. Можем двигаться. Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство.
Нужно срочно сообщить об этом Сане. Саня, открывай! По башке себе стучи, придурок. Я тебе миллион раз говорил. У меня ночное патрулирование. Я днем сплю. Так какого хрена ты меня разбудил на этот раз? Знаешь, тебя бы могли повысить. Но если для тебя сон дороже, что ж, я тогда, пожалуй, пойду. Ах, ну говори уже. Сопротивленцы грабят склад, а ты тут рыхнешь без задних ног. Какой еще склад? Догадайся с 3 раз. Наш, что ли? Да. А я тебе говорил. Надо срочно об этом сообщить диспетчеру. А дополнительная хавка за инфу будет? Будет. Говорит командир отряда ГО номер 48. По улице Ленина сопротивленцы грабят склад. Сопротивленцев много. Около 30 или 20. Срочно пришлите отряда сдерживания. Ну все. На этом мои полномочия все. Окончены. В смысле все? Раз ты не пойдешь их там, останавливать как-то, ликвидировать или что-то вы там делаете? Не. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ни моя смена, ни мои проблемы. Пусть этим занимаются другие ГОшники. А я свои пайки уже сегодня отработал. Кстати, ты же собрался переселяться. Ну и куда ты намылился? Да тут недалеко. 5-й этаж. Комната больше. Будет где расставить свою коллекцию шлемов. Ясно. А теперь проваливай из моей квартиры. Ну ладно, пока. К вам едет БТР Альянса. Так точно. Стоять! БТР Альянс едет сюда. Быстрее скажите это тем, кто на улице. БТР Альянса, быстрее внутрь! Нас прижали, шанс уйти еще есть. Костя, остаешься внизу, будешь вход охранять. Остальные берите гранатометы, надевайте каски и жилеты. Идите за мной наверх. Да кто там шумит? Какого хрена? Я сотрудник гражданской обороны. Что вы творите? Приказ центра. Приказ центра? Знаете что? Идите в жопу со своим центром. Что же сегодня за день такой, а? Вообще никто спать не дает. Чисто. На позиции. Нет контакта. Вперед! Да, вас понял. Прикройте меня, отхожу. Все чисто. Огонь по укрытию. Офицер, вы обвиняетесь в уничтожении сотрудников гражданской обороны. Приговор — смертная казнь. Мы уничтожили БТР Альянса. Как там обстановка? Мы не сможем уйти. Солдаты Альянса занимают позиции у окон домов напротив. Придется нам перейти ко второй части плана. Вас понял. Конец связи. Солдаты Альянса занимают позиции и не выпустят нас отсюда. Приступаем к реализации второй части плана. Цель назначена.
Солдаты Альянса уже на крыше и скоро будут здесь. Аня! Аня, ты жива? Задержите их, мы активируем бомбу. Комбайны заняли 5-й этаж. Окончательный приговор исполнен. Мафей, Альянс спускается сюда с верхних этажей. Они штурмуют этажи, выпрыгивая в окна, а потом спускаясь по лестнице. Предупреди своих, чтобы они были готовы. Иван, доложи обстановку. Пока еще держимся. Комбайны пилят дверь, а Серега заваривает ее обратно. Комбайны начали пилить с двух сторон. Не успевают и не заваривать. Ну, ты уж постарайся там как-нибудь. А также комбайны прорвались в гараж, но их пока в коридор сдерживают турели. О, уже не держат. Быстрее активируйте бомбу, а мы пока потянем время. Ну вот, патроны кончились. Так где же лечебная жидкость? Неужели всю вынесли? Активируй бомбу. Да, ты права. Помоги мне встать. Хочу попрощаться с тобой. Я не хотел, чтобы все так вышло. Не вини себя. Каждый участник этой операции знал, на какой риск он шел. Знал, что скорее всего уже не вернется. А если бы и была возможность вернуть все назад, разве ты бы не повторил эту операцию? Конечно же повторил, но на этот раз мы бы продумали все намного лучше. Сколько лет прошло, а ты до сих пор так и не понял. Далеко не все в этом мире зависит от человека. Нас явно кто-то заметил и сообщил об этом в центр. Разве можно было как-то это избежать? Думаю, нет. Нам вообще повезло, что нас никто не сдал, а то операция могла бы закончиться, не начавшись. Приказ центра, не стрелять, готовность к контакту. Я понял. Нет! Где я? Мы приехали. Метрокопы довезли нас до своей деревни. А пока мы ехали, ты задремал. Что, плохой сон приснился? Не совсем. Я вспомнил часть своего прошлого. Правда? И что там? Знаешь, ничего хорошего. Ясно. Забавно, однако. Если бы бомба была бы исправна и взорвалась, то меня бы здесь не было. Что за бомба? Это долгая история. Ну, слушай тогда.